очень вкусно. Передо мной чудо кулинарной мысли. Совершенно случайно изобретенное, кстати. Кимчи из кумкват. Смею надеяться, что это видео увидят правильные корейцы, и оно займет достойное место в музее кимчи в Сеуле. Что передо мной, что, собственно, происходило? Кимчи ферментировалось, то есть постояло 2 суток в комнатной температуре и потом неделю в холодильнике. Вот это кимчи постояло гораздо меньше, и вот я думаю, что в самый раз попробовать. Так, это чуть-чуть более старое кимчи. Еще тоже недостаточно ферментировалось. А это более свежее. Ну что, будем пробовать. На самом деле, что здесь есть? То есть, вот, что я на самом деле показываю? Базовая паста кимчи плюс какой-то сок, то есть какая-то влага, которая вышла из цитруса. Сочетание, ну, как бы описать, вот сейчас будем пробовать. Этот кимчи постоял чуть дольше. Очень вкусно. А этот? Ну, чувствуется, безусловно, разница. Ну, еще через неделю этот вот дойдет как раз до этого состояния, а через пару недель это вообще будет супер. Пробую все-таки еще один. Классный вкус. Сочетание. Как бы описать? Вкусняшно, бомбическое. То есть шедевральное. Да, современный русский язык. Ну, попробую серьезно. Сладко-солено-острый тон в градации смежно-трансформируемых текстур галлюциногенных ферментов для поднятия тонуса в эрогенных зонах престарелого мальчика постпубертатного периода в момент интеллектуального созревания. Что я такое сказал? В общем, ни словом сказать, ни пером описать, это вкусно, это очень вкусно. Шалом алейхем. Ассалам алейкум. Здравствуйте, друзья. Так обращается к своим зрителям очень хороший человек, у которого можно и нужно очень многому учиться. Привет, Макс. Надеюсь, ты меня смотришь. Ну и я считаю очень уместным начать так свой сегодняшний ролик, так как, несмотря на то, что речь сегодня об очень специфичном и горячо любимом мной, и не только корейском продукте, как кимчи, но все же корейцы, несмотря на разнообразие видов кимчи, так не делают. По крайней мере, я не осведомлен. Итак, кимчи не с напой и даже не с дайконом. С кумкват. У меня в руках этот чудесный апельсин, скорее апельсинчик. Из него обычно делают варенье, сиропы, повидло. Разумеется, очень вкусно, так без ничего, без какой-либо теплообработки. Прямо со шкуркой, в ней самый цимис. А можно и иначе. Кто-то может сказать, конечно, что можно и не заморачиваться, прямо с косточками. Но я немножечко знаком с этим вкусом. И том нежелательном эффекте, который косточки потом в готовом блюде могут создать. Ни в кимчи, ни в варенье, ни даже просто так вот их пересыпать сахаром, что тоже вполне возможно, косточки никак не вписываются, поэтому я их просто убираю, но немножечко нужно потрудиться. Что ж делать? Но результат того стоит. Я знаю, можно думать о чем-то приятном, когда это делаешь.
Ну что, все. Процесс закончил. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть вот мухи отдельно, котлеты отдельно. Переходим сейчас к самому интересному. Все, я перехожу к финалу. Одеваю перчатку, так как не хочу, чтобы у меня руки потом пахли кимчи в то время, как я его не ем. Вот. На самом деле вот в руках я держу сейчас пасту для кимчи. Не так давно готовили вполне конвенциональное кимчи с напой. Я немножко отложил в сторону, вот специально для этого на самом-то деле. И вот сейчас я этим воспользуюсь. Вся вот эта вот красота, весь кумкует переходит сюда. Мне будет удобнее мешать в этой емкости. Апельсинки очищенные от косточек, готовые встретиться вот с этим эликсиром молодости. Сейчас все вот это вот перемещается сюда. Ой, какой запах сразу же. Ой, какой запах. Ой, какой запах. Ну, вроде все. Не будем совсем экономить. Так, ну и сейчас, что, собственно, происходит? Самая, что на ней сложная часть, самая вот тяжелая. Я просто вот это вот все чуть-чуть перемешиваю, очень аккуратно. Ой, какой запах. Ой, какой запах. Так, ну все. Все готово. Все очень красиво. Самое время поместить это в емкость. Аккуратно, я стараюсь ничего не повредить. Процесс. Какие запахи, боже мой. Ой, хорошо. Немножко пробивать. Воздух мне там не особенно нужен. Хоть он будет выходить. Все, первая баночка готова. И сейчас еще одна. Как пахнет, боже мой. Так, ну все. Комкуат кимчи. Комкуат кимчи. Ну, кимчи самый традиционный, самый классический. То есть мой самый традиционный, самый классический. Из кумкуат. То есть из китайского апельсина или лимона. Если кто-то сомневается во вкусовых качествах, попробуйте. То не разочарует. Можно как автономное блюдо, можно как снэк, можно как сайд-диш, можно как часть другого блюда, может быть даже из совсем другой оперы. В марокканском таджине с курицей вместе или без оливок подчеркивает таджин как ничто другое. Я это уже делал. Все как обычно. Готовится исходный продукт, то есть апельсин разрезается на половинки, удаляются косточки, часть засаливается, часть просто промывается, кисель, гачугару, чеснок, имбирь, лук, груша, а можно и без, часть кольраби и морковью, зеленым луком. Часть только кумкуат. Ферментация 2-3 дня, все готово. На самом деле, наверное, стоит упомянуть, как вообще пришла в голову мысль использовать комкуат не совсем по назначению. Я готовил марокканский таджин с курицей. В обычной версии присутствуют квашеные лимоны или лайм. Честно, мне как-то не всегда по вкусу сочетания. Я думал о чем-то, чем бы заменить. Что-то кисло-квашеное все-таки обязано присутствовать. Неожиданно глаз упал на дерево комкуат, растущее мне в саду. И как-то, как само собой разумеющееся, возникла идея с кимчи, с комкуат
вместо лимонов сделал даже несколько раз. Результат был всегда чуть-чуть разный. По мере ферментации цитруса вкус менялся. Несколько дней, неделя, 2-3, месяц, но всегда не разочаровывал. Точнее, превосходил ожидания. Почти как у Пушкина. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Не был бы просвещен в вкусовых качествах комкват и вкусе кимчи, мысль в голову никак бы не пришла. Как бы напрашивается, да? За просвещение, дружбу и взаимопонимание между народами, и за то, чтобы одна культура дополняла другую. Если уж цитирую Пушкина, то у Александра Сергеевича было пятистишие, а не четверостишие, как из передачи «Очевидное невероятное» из моего советского детства. У меня нет ограничений упоминать Всевышнего, принятых в эпоху развитого социализма, поэтому позволю себе процитировать 5-ю строку. «И случай Бог изобретатель». Спасибо Всевышнему за случай, натолкнувший на идею. Не было бы таджина, не нашептал бы мне на ухо Всевышний о кимчи. Где Корея, где Марокко, в данном случае в Израиле. Это очень вкусно. Это очень-очень вкусно.